Добрый день, дорогие друзья! С вами Елена Виктория, можно просто Вика. Ну, наконец-то спешу вас обрадовать. Мастер-класс по моей авторской работе «Лаванда» готов. И сегодня я предоставлю вам первую часть этого мастер-класса, который будет состоять всего из двух частей. Сегодня мы с вами начнем плести вот такую вот красоту. И это букет, который вы уже все видели, я надеюсь. Ну а если не видели, пожалуйста, переходим по ссылочке в конце видео и любуемся красотой. И также в процессе этого мастер-класса я создала еще одну композицию с лавандой. И сейчас я хотела бы быстренько вас познакомить с моей новой композицией. Итак, вот это вот моя новая композиция с лавандой, которая родилась в процессе создания этого мастер-класса. И посмотрите, какой чудесный горшочек я специально подобрала. Я купила его несколько месяцев назад и была уже уверена, что этот спящий котик будет предназначаться именно для лаванды. Так что теперь моя лаванда будет жить вот в таком вот прекрасном горшочке. Вид спереди и вид сзади. Я вот не посмотрела, хвостик есть? Да, хвостик у него тоже есть. И украсила я все это мхом, но на этот раз я использовала мох, по-моему, это испанский мох, Spanish, да, испанский мох. Он вот таких в виде длинных волокон, напоминает ниточки. Но смотрится тоже очень натурально, как травка. Ну, в принципе, это и есть натуральный мох. Ну что ж, теперь, когда вы познакомились с моей второй работой, я могу с гордостью сказать, что наш мастер-класс по лаванде начинается. Итак, приступим. Итак, для работы нам понадобится бисер желтый для серединки цветочков, бисер основного цвета, у меня это смесь сиреневых оттенков, и вы также можете сделать лаванду другого цвета, она бывает и розовая, и белая. Также бисер другого цвета, более светлого по оттенку, то есть если вы берете сиреневый вот такой, у меня темно-сиреневый, обязательно нужен светло-сиреневый, чтобы цветочки выделялись. То есть если у вас будет розовый, то вы должны взять розовый намного посветлее. А вот насчет белого вы уже смотрите сами. Но цветочки должны обязательно выделяться. Также нужен будет зеленый бисер. Это уже для листочков. Конечно же, проволока. Желательно работать с проволокой 0,3 мм. Это номер 28. Если у вас нет такой, то не беда. Можете пользоваться проволокой 0,4 мм. Это номер 26. Нужны будут ножницы или кусачки, нити мулине или же флористическая лента, обязательно линеечка, без которой я никуда, и советую вам обязательно пользоваться линейкой. Ну и, конечно же, флористический стержень, это будет основа нашего стебелька. Если у вас такого нет, то проволока диаметром примерно 1-1,2 мм. Итак, для работы мы набираем на проволочку номер 28, 0,3 мм, около 2 метров бисера. Причем я не могу сказать, какой цвет, через какие промежутки вам набирать. Я просто могу сказать, что основной у нас будет идти, например, сиреневый цвет, да, и немножечко в промежутках между сиреневым мы немножко набираем зеленый. То есть выглядит это будет примерно вот так вот. Вот набрали чуть-чуть сиреневого, потом чуть-чуть зеленого. Сиреневый, потом чуть-чуть зеленого. Сиреневый и зеленого. Это у нас уже будет верхушечка. На верхушке у нас чуть больше зеленого. А затем уже в основном идет низко-сиреневого. И может быть в промежутках где-то там сантиметров через 15-20 делайте вот такие по 2-3 штучки зеленых. Чередуйте. То есть соцветия лаванды у нас же не все зеленое, да, небольшие только у нас есть верхушечки, где должен быть зеленый бисер присутствовать. Итак, когда мы набрали 2 метра, мы начинаем скручивать петельки. Начинаем с петелек по 1,5 сантиметра каждая, то есть проволока 1,5 сантиметра, мы ее отмеряем, вот низочка. Скручиваем петельку.
Скручиваем ее 3 раза. 1, 2, 3. И затем весь секрет в том, что мы эту петельку просто так не оставляем, а мы ее вот так вот перекручиваем. И у нас получается вот такое вот подобие бутончика. Далее мы снова отмеряем 1,5 сантиметра. И близко-близко, вот я пальчиком держу буквально 3-4 миллиметра расстояния, да, я опять беру и скручиваю. 1, 2, 3. И опять беру и вот эту петелечку перекручиваю в одном направлении. Получается как бы бутончик. И вот примерно такое расстояние у нас между петельками получается. Я сейчас померяю, если кому-то интересно, примерно 3 миллиметра расстояния. И вот так вот мы плетем-плетем, пока наша низочка примерно 2 метра не закончится. Далее вы возьмете вашу уже готовую низочку. Вот она у меня уже здесь готовая есть. Как вы видите, вот эти вот петельки, это верхушка, где больше зеленого. Дальше у меня в основном сиреневые с небольшим дополнением зеленых петелек. Их мало. И дальше вот от начала и до конца мы меряем вот эту нашу проволочку уже с нашими петельками перекрученными. Вот у меня здесь 23 сантиметра. Вот это вот низочка такая, проволочка с петельками. Также она должна быть 20, 21 и самая большая 25. Это уже будет длинное соцветие. То есть в данном случае я количество петелек не меряю. Но могу сказать, что примерно это от 65 до 85 петелек получается. То есть еще раз говорю, вы делаете вот такую вот длину с петельками. Длина проволочки где-то от 20 до 25 сантиметров. Причем, когда вы уже сделаете основную намеченную длину, вот, к примеру, вы сделали, ну, вот 19 сантиметров, да, то на верхушку, я сейчас вам померяю, у вас уйдет примерно 4 сантиметра, ну, может быть, 5. То есть, когда вы видите, что у вас уже набрано вот это вот, сделаны петельки примерно на 18-19 сантиметров с проволочкой, начинайте делать петельки поменьше. Это будет ваша верхушечка. То есть здесь уже сама низочка у вас должна быть не 1,5 сантиметра, а сантиметр. То есть петельки для верхушечки у вас уже будут буквально 5 миллиметров. Надеюсь, всем понятно. Еще раз говорю, что длина основной проволоки для плетения наших петелек для лаванды 1,5 сантиметра. А для петелек для верхушечки 1 сантиметр. Еще раз покажу разницу. Вот это верхушечки, они чуть поменьше. А вот здесь вот петельки, основные петельки для соцветия. И плетете вот таких вот низочек, ну, сколько вы хотите сделать цветочков. У меня в букете, который вы видели в самом начале, и в видео моей именно в моем обзоре, когда я с вами делилась своей работой, своей лавандой, там у меня 9 соцветий. А вот сейчас в данной композиции, которую вы видели, в горшочке, там 5 соцветий. Также, помимо этих низочек, мы должны сплести с вами цветочки. Цветочки плетутся, еще раз я говорю, из более светлого бисера. Плести их просто, точно так же на проволоку 0,3 мм. Мы нанизываем бисер. Здесь мы уже считаем бисеринки не по сантиметрам. Я заметила, что цветочек у лаванды, он имеет несколько асимметричные лепесточки. У него 5 лепесточков в основном, бывает, конечно, и 6, я делала 5. 3 из них одинакового размера, а 2 из них побольше. Причем 2 лепесточка, которые побольше, будут находиться у нас сверху. Для маленьких лепесточков мы используем 5 бисеринок, а для больших 7 бисеринок. Плетем все на одной проволоке и обязательно добавляем желтую серединку, которая является одна желтая бисеринка. Итак, и вот таких вот цветочков мы плетем, ну, примерно от 3 до 7 на одно соцветие. То есть рассчитывайте сами. Плетется этот цветочек, обычная техника петельная, правильно? И
на одной проволочке. Все лепесточки делаются на одной проволочке, не отрезаем ее от катушки. Скрутка под цветочком 1 сантиметр. Ну и, конечно же, мы все это оформляем листиками. У меня зеленый бисер, я уже наплела листики, делаются они очень просто. Плетем их в обычной петельной техникой и закрепляем скруточкой где-то 4-5 раз, иначе она у вас раскрутится. И, как вы видели, у меня в композиции в вазе отдельные веточки, то есть на сами соцветия я листочки не прикрепляла. Я плела отдельные веточки. А вот в горшочке уже я посадила лаванду, и листочки были уже непосредственно на стебелечке. Поэтому сами опять рассчитываете количество листиков, которые вам нужно. А длина листиков примерно самые маленькие идет низко. Это где-то 3 сантиметра, а то и 4 сантиметра. То есть ваш листик будет 1,5-2 сантиметра. А самый большой я делала 10 сантиметров низко. То есть длина самая большая это 5 сантиметров. Вот здесь вот у меня 4,5. Вот. Но самый большой, я помню, я делала 5 сантиметров. То есть низочка должна быть 10. Больше уже не делайте, это чересчур уже. И вот на одну веточку у меня уходит примерно, вот если, например, на стебелек листики мы прикрепляем непосредственно к соцветию, то у меня уходит где-то 10-12 листиков, причем разной длины, конечно, а на отдельные веточки до 15 листиков на каждую веточку. То есть опять это уже по желанию. И после того, как у нас все готово, мы можем приступать к сборке.